Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. События до конца декабря. Это те события, которые не связаны с временными рамками. Обычно мы с вами делаем прогнозы на декаду, но это то, что пусть не умещается в рамки времени, но может продолжаться, может быть и далее, чем декабрь, или завершиться к концу декабря. Давайте узнаем, какие события и люди окажут влияние на вашу жизнь до конца месяца. Может быть, и скоро, и неожиданно как-то изменят ваше либо мнение, либо это будет связано с какой-то перезагрузкой. Внутренней я такое могу допустить. И вначале у нас мы достанем 3 карты, как потоковая информация, 3 знака судьбы, которая подскажет, что нужно услышать прямо сейчас. Или, возможно, подскажет ту сферу вашей жизни, где вам доведется принимать важные решения. Итак, давайте с вами узнаем, что нужно услышать, что нужно знать, принять во внимание. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад, а личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Переложите ваши планы на метафору карт. Итак, вторая карта, второй знак судьбы и третий. Продолжим на картах второй колоде. Достанем 3 карты, чтобы понимать, а к чему это все идет. Что в дальнейшем случится, что произойдет, во что это перейдет, скажем, во что это выльется, да, мы говорим. Так вот, к чему же это все идет? Или как это будет развиваться, например, да? И второй триплет мы достанем, как это обернется, для чего это было все нужно, или какое продолжение, опять же, развития следует. То есть это первый триплет, это что-то, может быть, как в событиях развивается ближе к нам, да? А что из этого будет либо продолжаться, ну, в зависимости от выпавших карт, к чему же это придет. Вот смотрите, у вас какой-то сложный выбор. Хотя, по сути дела, мелкая карта вовсе не сложная. Нам здесь уже путь подсвечен солнечным светом. Доверяйте себе, мои дорогие девы. И тут, конечно, у каждого по-своему. Если вас что-то останавливает, знаете, это как мудрость вашей души, шестое чувство. И останавливает, потому что, ну вот, как есть какая-то подсказка, может быть, камень преткновения, и есть то, что вы уже наработали опытом, да, или вы, ну, как-то хотите сохранить. Вот этот выбор и может быть сложен именно потому, что, с одной стороны, подсказки интуиции идут одни, а так как мы это представляем, это выглядит совершенно иначе. А тут нас карта призывает к тому, что, ну, тебе придется определиться. Конечно, двойка жезлов может уже говорить о том, что и вы-то уже с чем-то определились. Но, может быть, и еще какие-то методы не отшлифованы. До конца вы не можете просчитать, кстати, как поступит тот или иной человек. А у кого-то из вас буквально может быть ожидание конкретного документа или какой-то важной встречи, когда мы, ну, где-то вот вынуждены остановиться, как на перепутье. Потому как пока мы не дождемся или какого-то ответа, или важной бумаги, может быть, важной встречи, важного диалога, мы не можем и определиться. Ну, давайте второй знак судьбы. Время вашей силы. А вообще, мои дорогие девы, кстати, карта сила– это карта критического мышления и Солнце в Деве. Это где-то олицетворение вашего знака зодиака. Ваших самых сильных позиций, сильных сторон вашего характера, потому что ваша, к примеру, планета-управитель Меркурий. И мы знаем, что Меркурий– это, в принципе, как планета перемен, это возможность, когда мы быстро можем что-то перестроить или сами перестроиться, что-то передумать. Гибкое сознание, мои дорогие, да? И вместе с тем вы великие практики. Это, знаете, как один из принципов герметизма, что вверху, то и внизу. Поэтому мы учимся доверять самим себе и отправлять правильные мысли в пространство. Мы можем не верить и говорить, что
Да нет, этого не существует. Однако исследования даже квантовой физики все больше подтверждают то, что нет, есть, незримо присутствует в нашей жизни вот эта сильная энергия, связь с каким-то абсолютом. И если мы сегодня отправляем какие-то мысли или начинаем тут, ну, знаете, даже в отношении самих себя допускать какие-то чересчур опасения или наоборот, с другой стороны, какие-то наши предубеждения, знаете, как словно мы фундаментируем для самих себя, тогда нам легче, тяжелее будет, а нам нужно как раз легче, нам тяжелее будет себя перестраивать. Вот, видимо, это критическое мышление, что же происходит вокруг вас, вам дает какую-то удивительную возможность по аркану сила решить даже сложный вопрос. И если есть вот этот стопор, вот он закончится. Да, тут нужно быть реалистами. И вот этот выбор, он может быть и не такой простой, а его как будто делать придется, но у вас для этого достаточно сил. Кстати, карта дипломатии. Обратите внимание. Лев, мы всегда говорим про образ нашего эго. И у нашей прекрасной девы лев на коротком поводке, на короткой цепочке. Поэтому нам самих приходится своего льва внутреннего причесывать. Но это точно так же и про дипломатию. Как будто быть дипломатом необходимо. Да, энергетика как у мага. Ну, вот такой вот серый кардинал. Но как будто к этому, видимо, есть масса предпосылок. Или худой мир лучше доброй ссоры, или какая-то конфронтация. Вы можете ее сейчас обойти и потом себе скажете спасибо. Или сложный вопрос. Как-то очень красиво решить, мои дорогие. Но для кого-то выйти сухим из воды, это тоже можно. Но это от вас потребует вот буквально быть магом. А кто такой маг? Это великий практик. А вот и правда, тут какая-то ситуация хитрая. Семерка мечей, карта вора, карта обмана. Может, это вы сейчас как раз как на перепутье, да? И состояние внутреннее никому не верю. В принципе, правильно делаете. Так и хочется сказать. Мы только об этом с вами говорили, и я достала семерку мечей. Явно неспроста. И тут ведь, посмотрите, вот даже нам на карте прорисован молодой человек, и у него 5 мечей. 2 меча он оставил. Как будто не мое, это мне не нужно. Я забираю свое. И эта карта имеет такое значение – забрать свое. Но, может быть, вы пытались какой-то вопрос решить, да, а у вас прежние методы не сработали. И не сработают, кстати. Поэтому какие-то обходные пути. Или, может быть, какой-то узкий фарватер, где вам нужно словно пройти бочком. Ну вот все то, что я говорила. Тут и самому надо не замечтаться. И буквально быть внимательным к паролям аккаунтов, к сумочкам своим, да, к карманам буквально тоже. Потому что мы не знаем, тут нам и о цифровой безопасности карта может говорить. Все-таки мы с вами живем в цифровую эпоху. Но и буквально о реальной какой-то безопасности. Тут и люди могут хитрить, безусловно. Как будто молодой человек леса расходятся в разные стороны, тем не менее, словно оглядываются. Вот какая-то неоднозначная ситуация. Что это? Смотрите, паш пентаклей. Тут может быть связано с какой-то новостью. Или иногда вот по этой карте проходят даже наши дети. Пусть и взрослые дети, или помладше, да, подростки где-то. Или какая-то новость, которая связана с детьми. Но в основном пажи – это ведь что-то новое все равно. Поэтому и вы можете какой-то новый вариант. Может быть, когда… Вот смотрите, я такое допускаю. Вы рассматривали по двойке жезлов. Одно и второе. Или какие-то 2 варианта решения вопроса вы видели. А здесь нужно действовать альтернативно, каким-то третьим методом. Причем действовать, надеясь на самого себя или саму себя. Здесь, безусловно, ваша мудрость, это ваши подсказки. Здесь к ним нужно прислушаться. Да, тут себе не навредить. И я говорила, да, если вам как мудрая часть вашей души, шестого чувства вам дает какую-то такую, ну, как тоненький, может быть, еле слышный голосок вашей души, вот вам дает как какое-то предостережение. Ну, тогда, наверное, не нужно ускорять. Тут нужно немножко все-таки куда-то не торопиться.
для вас это будет более правильно. Но и, знаете, не должно быть какого-то такого явного конфликта. Все же семерка мечей однозначно говорит, люди будут действовать как из-под тишка. Поэтому, может быть, иногда по пажу Пентакли это вести, вестники. Вы слышите эту весть, пусть это будет даже связано с деньгами, у кого-то с работой, или вы получаете какую-то бумагу. Это еще как будто не конец, это только начало. И вам новые методы работы, методы взаимодействия. Может быть, это вообще какой-то новый человек в вашей жизни. Но не замечтаться и все же не поставить себя под удар. Вот есть какая-то тема, то есть вот эта сила ваша, ее нужно как-то очень правильно переложить в реальную жизнь. Пентакли – это реальность. Да, карта нам говорит. Смотрите, наверное, все-таки вы, то, что вы сейчас думаете, или какая-то ваша тема, она точно заслуживает внимания. И карта отшельник однозначно говорит, допустим, для тех ситуаций, когда вы намеревались сделать что-то с кем-либо вместе. Будет правильно, если вы рассмотрите альтернативный вариант, что я буду делать, если человек как будто увильнул от этого вопроса. Или мне пообещал, а потом словно в тень куда-то отошел, да? Или, иными словами, попытался тоже как выйти из игры, да, скажем так, обтекаемо, потому что у каждого тут свое будет что-то. Тогда тебе-то, дева, придется продолжить этот путь все равно. Вот как этому отшельнику, мудрецу. И ведь это как и карта сила, так и карта отшельник. Это карта независимых людей, независимых ситуаций или альтернативных решений, мои дорогие. Здесь не столько, невзирая на то, что все же пентаклевая карта, да и здесь тоже забрать свое, здесь не все лежит в материальной плоскости. Здесь, скорее всего, на уровне каких-то либо договоренностей, либо какой-то перезагрузки с учетом будущего именно, будущего пути. Мы его пока не видим, это точно. Но отшельник ведь это философ, это мудрец, который продолжает свой какой-то путь. И для него не столько земное, сколько возвышенное важно. Вот почему я говорю, да. И, в принципе, ведь у нас отшельник – это тот, но он как дервиш. Здесь как будто, даже если вы, к примеру, думали, мои дорогие, что посредством денег вы решите какую-то тему или вопрос. Нет. Тут нужно как-то вообще по-другому действовать. И интуиция. Ведь прообраз по преданию отшельника с фонарем, вот фонарь, это и есть подсказки нашего шестого чувства, которые словно включаются вовремя. И шел себе отшельник, и вдруг он включился фонарь, и что он видит? Змея, мои дорогие. Ну, тут вас явно о чем-то хотят предупредить, поэтому просчитайте что-то. Может быть, вот так беспристрастно какую-то картину вам нужно увидеть, потому что идти вперед придется, да? И это не преграда, потому что по отшельнику мы все равно продолжим свой путь, и нам, по сути дела, никто не помешает, понимаете? Но есть это как какая-то заноза, которая, тем не менее, как в тени скрывается. Вот так и хочется сказать. А ваша задача – это рассмотреть. А мне хочется спросить, а вообще что это, какая сфера жизни? Непонятно, с чем это связано. Но у кого-то, правда, личная жизнь, любовь, а может быть и обещание. Иногда по рыцарю кубков, знаете, это наше воодушевление, хорошее настроение, вдохновение. Это то, что нам хочется. Это то, что нас радует. Это оптимизм. Это когда мы, ну, как наполнены чем-то. Но карта говорит, да нет, это может быть, конечно, и человек, да, который, может быть, вызвался или где-то у вас какое-то сотрудничество, да, вам это приятно слышать, вам интересно какое-то дело, вам это хочется продолжать, но рыцарь кубков не говорит о том, что человек конкретный пришел в вашу жизнь надолго. Может быть, оно и так, но мы пока этого не знаем. Но быть готовым к тому, что
Все то, что я говорила, допустим. Сначала вам сказали "да", а потом вдруг, пошли на попятную, по этой карте тоже нужно. Или не замечтаться с новым знакомым, мои дорогие. Да, вторая семерка, пятерка мечей, извините, но она нас предупреждает о первой победе. Конфронтация точно, она не будет полезна, но, может быть, вам нужно как проявить, как по аркану сила, да, максимально вот эту дипломатию, чтобы вот из этой первой победы был какой-то нейтралитет. Об этом всегда нам дает совет карта. Потому что вот эта победа первого, да, как будто поражение, вроде выиграл, а счастья больше не получил. Чаще это мы расходимся, каждый при своем мнении. Поэтому вот это нужно каким-то образом пересмотреть, переложить в стан дипломатии, хочется сказать, в нейтральное какое-то положение, потому что чтобы вам ничто не мешало. И вот смотрите, у вас для этого все-таки есть возможности, потому что совсем скоро вы получаете еще какую-то новость, или когда вы с чем-то определяетесь, знаете, вот первый шаг нужно сделать, и потом как будто у вас на это не будет времени. И, может быть, до конца декабря вот такую непростую задачу вам и нужно решить, потому что потом, как жизнь ускоряется, да и вы набираете темп. И есть колоды, где восьмерка жезлов, карта трансформации. Вот у вас какая-то подобная трансформация. При том, при всем, что у вас сильная позиция. Но тема, которую вы обдумываете, я не могу сказать, что она такая простая. Она как раз либо связана с тем, что вам не договаривают, либо с конкретным человеком, который пытается где-то юлить, хитрить, да, или просто вот ваше состояние, оно сейчас, это вот как на выборе. Ладно, давайте будем узнавать, так к чему все идет. Но у вас сильная позиция, получение денег. Да, это карта финансового благополучия, девятка пентаклей. Это когда благодаря уже вашим проделанным усилиям вы получаете финансовый эквивалент. Карта достаточно холодная, между прочим, но это когда вы довольны, вот как эта девушка, вы счастливы, у вас реализуется какой-то проект. Может быть, он именно реализуется, потому что вы тут вовремя примете какое-то Соломоново решение, к чему это все идет. Да вы останетесь довольны. Вот вам нужно эту силу, критическое мышление. Это то, чем вас одарила природа. Но как на максимум пустить именно до конца декабря. Туз чаш, наполненность, договоренности, карта счастья, карта радости, карта любви. Ну, наверное, или пусть это даже какая-то новость. Туз– это иногда именно новость или предложение, или подарок, или сотрудничество, да, ну какое-то ценное, может быть, которое вас вдохновляет, и где-то в материальном эквиваленте оно того стоит. Вот вам надежные люди, как вы сами, какие-то не на словах договоренности, а переложить, может быть, обещание и сказать, ну хорошо, давай мы с тобой подпишем какой-то документ, к примеру, да? Если долгое время вот какая-то такая зыбко непонятная ситуация, и пора наблюдать, что вам ответит человек. И какая бы ни была правда, но она уже будет правдой. У вас уже зато не будет каких-то иллюзий, потому что у вас сейчас какой-то добрый период жизни. Словно Вселенная помогает. Точно? Давай подпишем документ. Переложить в какую-то мало что реальную плоскость, а в юридическую еще. Все же это у нас карта справедливости. И по аркану справедливости это всегда причина и следствие. То, что вы сделали прежде, хорошо. Как будто вам пространство Вселенная возвращает. Пусть руками других людей или через помощь других людей. Это, знаете, когда тысячи дорог сходятся в одной точке. Его Величество случай, мы говорим. Но по этому аркану я, конечно, допускаю, что у кого-то и более мелкий вопрос. Тогда, к примеру, если вы по работе, да, у нас время сейчас такое, когда мы можем перезаключать рабочие контракты, в принципе, пересматривать какие-то соглашения. И вот все то, что идет по ретро-урану с приставкой «пере», тогда это нужно сделать для себя с большим плюсом. А если были какие-то устные договоренности, их тоже нужно переложить вот в эту реальную плоскость и более чем знать, как в отношении вас работает закон. В некоторых колодах эта карта
кармы, судьбоносные события для вас. И к чему все идет, чем это обернется или как обернется. Вот смотрите, правда, следом придут еще какие-то новости. У вас заканчивается какой-то жизненный лабиринт. Но он не сам по себе, да, заканчивается, а вот мы тут как будто топчемся. Нет, тут все-таки ваши какие-то правильные решения. Это словно прежде мы блуждали по этому лабиринту, мы искали ту дверь, но упирались все время в стену. Вот та ненайденная дверь, которая, может быть, это ваши попытки уравновесить какой-то вопрос или решить какую-то заданную проблему или задачу. Или, ну, как для себя даже с чем-то определиться, но так, чтобы к этому были реальные предпосылки и какая-то, ну, стабильность или фундамент. Чтобы не было, вот, да, как мы говорим, пальцем в небо. Но у вас это не получалось. Вот какие-то ненайденные двери, которые были у вас прежде. Наконец, потому что выход как будто он только один. И это, по сути дела, и есть завершение путаницы, выход из лабиринта. Вот значит, так непросто. Вы, в конце концов, выходите из какой-то путаницы судьбы. Как все обернется. Вот обратите внимание, наша девушка как будто вынуждена. Вынуждена или она сама выбрала этот путь, а если это такой выбор, значит, она другого не видит. Но именно в данный период времени, почему может быть и сложно, нам словно над обрывом нужно всего 2 шага. Но тоненькая жердочка, держать баланс, мы говорили с вами. Знание силы, может быть, у кого-то знание закона. Или правильное подписание бумаг, документов. Тут у вас все-таки нам говорят, не подпиши-ка ты, дева, то, что тебе может навредить. Тут тебя могут склонять, а ты вот рассматривай разные варианты. От вашего аналитического мышления, а вы в этом сильны, будет зависеть какое-то ваше тоже будущее, понимаете? Тут на кону именно какие-то будущие события, которые они продолжат, причем в каком-то ускоренном режиме развиваться. Это уж точно. По крайней мере, после 4 февраля тут может так ускориться. И еще как, дважды, потому что Уран переходит в знаки Телец, оставаясь, но уже из обратного движения в директное, прямое. И там у нас события могут словно, знаете, ну, как какой-то вихрь нас может закрутить. Я предполагаю, конечно, а если мы добавим год огненной лошади, вот как раз февраль, и мы тут можем до этого как будто ни шатка, ни валка шло, а тут какая-то скорость начинается. И вот самое время, пока нам может казаться, ничего не происходит, да, мы топчемся на месте. Это самое время словно пройти над этой пропастью. Сделать вот эти шаги. Но как это сделать? Нам помогает знание какое-то. И вот эти лампочки, да, как свет. Этот мы свет проливаем на какие-то, может быть, и темные уголки своей души, о которых мы никому не расскажем. Но тогда от прежних предубеждений придется где-то отказаться, чтобы они вас как в рамках, в тисках не держали. Но, может быть, и что-то изучить с позиции закона. Но вот эти 2 шага, всего 2, мои дорогие. Но они сложные. Карта дает совет. Не оглядывайся назад и не смотри вниз. Но идти вперед придется. Как все обернется. Но вы все-таки отдохнете потом, скажем так. 4 мечей мы приводим мысли в порядок. И вот понимаете, для чего вот эти 2 шага? Потому что мы можем, да, по 4 мечей, так же, да, как все обернется. Вот вы как будто перешли на другой берег, а потом у вас будет возможность отдохнуть, мои дорогие. Но есть какие-то темы, которые вам, видимо, либо завершить, либо вам, как минимум, внутри самих себя нужно для себя определить. Не все так. Может быть, для кого-то декабрь – это такой месяц, ну, где-то больше релакса, да, особенно вторая половина. Но, видимо, будут какие-то дни в декабре, когда вам вот это решение нужно принимать. А потом последует как раз пауза, когда вы отдохнете. Вот мне хочется именно так сказать. Потому что здесь есть элемент скорости также. И я планетарно могу предположить, что в самом конце декабря, даже если что-то у нас
назначены какие-то встречи или, ну вот где-то число 28, 29, здесь может быть неожиданная пауза. То есть сейчас вроде как у нас есть возможность, а потом это, как знаете, какой-то этап безвремени. Ну, тут и праздники, оно, в общем-то, целесообразно, тут нет ничего удивительного. Вот тогда ты как будто и будешь отдыхать. Но вот, видимо, за это, знаете, как в спорте, должно открыться второе дыхание. Или как поднажать в конце нужно, да, вот такой элемент. Потому что вы как будто уже возле выхода рядом из этого лабиринта. И есть такой элемент, что мы можем и ничего не делать, словно отказаться за 5 минут до победы. Да? Не случайно нам карта «Отшельник» говорит, идти вперед придется. Отшельник идет медленно. Тут торопиться куда-то не стоит. Тут каждый шаг, мои дорогие девы, должен быть вами подсчитан. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас приглашаю на свой сайт, там у меня есть статьи по психологии, а также гороскопы на разные, планетарные гороскопы на разные периоды жизни. Переходите, читайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.